После того, как вы посмотрите это видео, вы сможете с легкостью отличать гейш от других представительниц профессии. Майко, гейши, джиката. Чем же они отличаются друг от друга? Сейчас я вам попробую объяснить. Итак, сегодня поговорим о гейшах. Многие люди, незнакомые с японской культурой, считают, что гейши – это элитные путаны в традиционном японском обличии, использующие разные красивые ритуалы. Но на самом деле это не так. Гейша переводится с японского как «человек искусства», «человек представления». Вместо слова «гейша» вы также можете встретить слово «гейко», что означает то же самое, что и гейша, но чаще используется в Киото и некоторых других местах. Вообще, для иностранцев все гейши могут выглядеть одинаково, но на самом деле мир гейш намного богаче. Главные две категории в этой сфере – это гейко и майко. Майко – это ученицы гейш, начальный уровень карьеры. Майко переводится как «танцующая девушка». Существуют определенные критерии, по которым отбираются новые кандидаты в майко. Это девушки от 15 до 18 лет, не выше 160 сантиметров, иногда, правда, допускается рост до 165, соответствующий традиционным японским стандартам красоты и готовые к трудностям. Последний пункт довольно важен, так как стандарты обучения очень строгие и не все могут выдержать курс. Что касается роста, то многие старые школы майко используют обувь и одежду традиционных размеров эпохи Эдо, которая, я напомню, была с 1603 по 1868 годы, а тогда японские девушки были миниатюрными. Также в период Эдо карьера майко вообще начиналась в 10 лет. Итак, после зачисления в Окия, а это место, где живут и обучаются майко, щикоми, что можно перевести как ученицы, проходят обучение примерно в течение 10 месяцев. Курс подразумевает изучение японской культуры, истории, традиций, танцев, гардероб, общение с мужчинами и многие другие вещи. После завершения обучения девушки сдают экзамен и могут стать майко. Далеко не все доходят до этой фазы, поскольку атмосфера для новичков чем-то сродни армейской. Здесь присутствует строгая иерархия и своего рода дедовщина, если можно так сказать. Также из Окия нельзя выходить без разрешения или ездить домой. Новички выполняют всю самую сложную и грязную работу в своей Окия. Соответственно, кто-то не выдерживает сам, а кого-то отчисляют за низкую успеваемость или несоответствие стандартам. Те же, кто выдержал все испытания и выдержал экзамены, становятся майко. Майко в первой половине дня продолжают учебу, а потом надевают яркие кимоно, делают себе красивую прическу по определенным строгим стандартам и идут в очая. Очая – это чайные домики, еще один новый термин. Место, где происходят встречи с гостями. Майко по-прежнему живут в Окия, но степень свободы у них расширяется. У них появляются выходные дни, в которые они могут выходить за пределы своего района. В зависимости от Окия, майко также могут 1-2 раза в год брать своего рода отпуск, чтобы навестить родных в случае, если, например, майко приехала на учебу из другого места. У майко, как правило, появляются патроны, которые берут на себя роль спонсоров. Эта тема зачастую неправильно интерпретируется иностранцами, которые видят в этом сексуальный подтекст, считая, что майко – это своего рода содержанки. На самом деле это не так. В период Эдо действительно существовал специальный ритуал мизуаги, процедура взросления, когда патроны могли вступать в сексуальный контакт с майко, и она становилась их содержанкой впоследствии. Сегодня эта практика отсутствует, хотя, конечно, на 100% я не могу это утверждать. Тем не менее, сама процедура мизуаги осталась и в наши дни. Сегодня она знаменует переход майко в разряд гейш. В ходе этой процедуры так называемые старшие сестры майко, это гейши, которые стали раньше этой майко гейшами, а также владелица Окия, так называемая мама-сан, переодевают бывшую майко в новое кимоно, срезают у нее лишние волосы и надевают парик. Теперь новоиспеченная гейша сможет жить отдельно, ее кимоно будет не таким красочным, как у майко,
а вместо волос она будет в парике. Кстати, по наличию парика и неброскому кимоно можно в основном отличить гейшу от майко. Также из-за этого визуально гейши уступают майко, поэтому часто заказчики чайных церемоний выбирают майко. Тем более, что по своему статусу гейши не так хорошо могут развлекать гостей. И именно по этой причине некоторые майки, если им еще нет 20 лет, не спешат проводить процедуру мизуаги перехода в разряд гейш, предпочитая оставаться нарядными, красивыми и со своими естественными волосами. Вообще, если мы говорим о гейшах, среди них есть особая категория джиката. Название можно перевести как «земной человек». Это гейши, которые играют на сямисене. Сямисен – это традиционный трехструнный японский инструмент. Также они могут играть на японском барабане и исполнять различные старинные японские песни. А называют таких гейш джиката, поскольку они в основном сидят на полу, на татами. Такие приземленные участницы представления. Так, как и другие гейши, они носят кимоно почти однотонного цвета, но у них нет парика. А макияж тоже не представляет собой ничего особенного на фоне обычных гейш или майко. То есть он не такой красивый. И главная работа джиката – аккомпанировать на сямисене во время игр озашики. Озашики – это, собственно, и есть то, что мы подразумеваем под чайной церемонией. Вообще озашики – это комната с татами. Но вот в этой комнате происходит представление, вот оно и называется озашики. Во время озашики происходит общение майко с заказчиками, игры, общение. А поскольку майко – это молодая девушка, находящаяся в позднем подростковом возрасте, можно понять, если она будет волноваться во время озашики, особенно если рядом не будет какой-то старшей гейши. Вот здесь-то на помощь и приходит джиката, которая подключается к беседе и играм в случае необходимости. Как я уже рассказывал в предыдущих видео, сёгунат периода Эдо, чтобы навести порядок в сфере предоставления платных интимных услуг, создал специальные лицензированные территории, которые назывались веселыми кварталами – юкаку. Там женщины с пониженной социальной ответственностью оказывали свои услуги. И элитные путаны, ойран, а особенно их высшая прослойка таю, тоже могли поддержать беседу, спеть и сыграть на сямисене, но постепенно процесс развлечения был отдан путанами, как бы сейчас сказали, на аутсорсинг. Так и стали появляться профессиональные аниматоры-гейши. Свидетельство о первой гейше-женщине датируется 1751 годом. До этого момента развлечения осуществлялись либо мужчинами, либо одорико, бродячими такими девушками-танцовщицами. Иногда такие услуги предоставляли бывшие проститутки, которые по разным причинам решили выйти из своего основного бизнеса и сосредоточиться на развлечениях и искусстве. В те времена многие гейши вместе с развлечениями оказывали сопутствующие сексуальные услуги. Их называли куруа-гейша, в противоположность мачи-гейша, которые таких услуг не оказывали. Именно из-за первой категории до сих пор существует стереотип, что гейши – это элитные путаны. Но это не так. В наши дни существует несколько основных мест, где есть гейши. Как правило, такие кварталы называют ханамачи, цветущие или цветочные кварталы, или карюкай, районы цветов и ив. Вот это второе название появилось еще во времена Эдо, когда в веселых кварталах путаны и гейши работали рядом. Путан тогда сравнивались с цветами за их роскошный вид, а гейш с ивами за их недооцененный характер. Кстати, вообще раньше политические партии патронизировали тем или иным кварталом гейш, что расширяло ареал политической борьбы на карюкай, и гейши были самыми преданными сторонницами своих патронов. Сегодня гейш в основном можно встретить в Киото и Токио. В Киото это такие районы, как Гион, Понточо, Миягавачо, а в Токио Асакуса, Шимбаши и некоторые другие. Количество гейш и майко к началу 21 века сильно сократилось.
Если по некоторым данным в начале 20 века в Японии насчитывалось аж до 80 тысяч представительниц профессии, то в начале 21 века их осталось от 1 до 2 тысяч. Конечно, в немалой степени сокращению способствовала Вторая мировая война, и ковид тоже стал непростым временем для ханамачи. Иностранные туристы, которые приезжают в Японию впервые, видя много женщин в роскошных кимоно, думают, что это гейши. На самом деле в Японии существуют специальные сервисы, которые позволяют создать образ майко за деньги. Есть даже такое понятие хеншин – изменение образа. Особенно популярна такая услуга у японских и китайских девушек. Настоящих майко и гейша встретить довольно сложно за пределами кварталов, где они живут и работают. Вот в последнее время в Киото возникали ситуации, когда туристы специально выслеживали майко и гейш, идущих в очае, чтобы сделать фото, что приводило к возмущению не только среди самих гейш, но и у обычных местных жителей. Вообще посетить чайную церемонию с майко или гейшей вполне возможно. Это, кстати, даже не очень дорого. Есть специальные услуги, которые оказывают японские туристические фирмы. Однако, что касается старинных, традиционных окия, то они работают только используя проверенные и давно устоявшиеся связи. Попасть в такие места без рекомендаций практически невозможно, а тем более иностранцам. А цена вечерней церемонии может начинаться от нескольких сотен тысяч рублей. Если гейша выходит замуж, то она покидает профессию. Также, если гейши решают прекратить свою карьеру по своей воле, то обычно они открывают свой ресторан или становятся преподавателями традиционных танцев, этикета, чайных церемоний и других направлений, в которых они являются специалистами. А теперь, я думаю, вы понимаете, чем отличаются майко от гейши, и легко сможете сказать, кто же изображен у меня вот на этой футболке. Вот, посмотрите, скажите, майко это или гейша, и в комментариях напишите свой ответ с объяснением, почему вы так думаете.